У Земли есть свои часы, и они идут совсем не так, как твои. Один удар этих часов длиннее, чем вся письменная история человечества. Все царства, все войны, все книги, все, что люди успели сделать и запомнить, умещается между двумя такими ударами. Запомни эти часы. Весь наш фильм будет про них. А теперь поставь на них одну точку. 66 миллионов лет назад теплое утро на равнине. Над тобой цветут магнолии, те самые, что мы с тобой уже видели в прошлых фильмах. По берегу реки бредет трицератопс и обрывает листья с низкого куста. Обычное утро, каких тут было уже 160 миллионов подряд. А потом небо белеет. Не темнеет, а именно белеет, потому что в него входит камень размером с гору, и воздух перед ним раскаляется ярче солнца. Трицератопс поднимает голову, но не успевает даже испугаться. Через несколько часов над всей планетой поднимается пыль и наступает темнота, которая продержится месяцы. Растения перестают расти. Те, кто ел растения, слабеют. Те, кто ел тех, кто ел растения, слабеют следом. И великая эпоха заканчивается. Ученые до сих пор спорят, сколько тянулось это угасание после удара. Годы, десятки лет, может быть, тысячи. Но по тем самым часам Земли это был один день. Одна вспышка, одна темнота, один короткий счет. Мы привыкли считать это самым страшным, что случалось с жизнью на нашей планете. А теперь я скажу тебе то, во что сначала трудно поверить. Динозаврам повезло. Их конец был быстрым. Он был почти милосердным. Потому что за 186 миллионов лет до этого утра Земля уже показала, на что она способна, когда решает убивать по-настоящему. Тогда с неба ничего не падало. Никакой вспышки, никакого камня, никакого врага извне. Планета взялась за дело сама. И она никуда не спешила. В прошлом фильме мы стояли по колено в черной воде каменноугольного болота и смотрели, как над нами кружит стрекоза размером с орла. Мы обещали тебе, что скоро после этого планета подойдет к самому краю. И вот мы к нему подошли. Только теперь болот больше нет, и воздух над головой уже совсем не тот. И у этого фильма один единственный вопрос, ради которого стоит остаться до конца. Не кто вымер, ты и так примерно знаешь ответ. Не почему вымер, про вулканы ты, скорее всего, тоже слышал. Наш вопрос звучит иначе, и его почему-то почти никогда не задают. Сколько это длилось по тем самым часам Земли, если никто не бросал в планету камень, и она убивает сама себя? Запомни эту мысль, она титульная для всего фильма. Настоящий ужас великих вымираний не в том, что было страшно. Настоящий ужас в том, как долго было страшно. И у науки есть точный ответ на этот вопрос. Точнее, у нее есть два ответа. Один из них ты, возможно, слышал, и он и так звучит невыносимо. А второй мы узнали совсем недавно, всего пару лет назад, и он переворачивает всю картину. Если хочешь услышать оба, подпишись на канал прямо сейчас, чтобы не потерять эту историю. Обещаю, к финалу ты будешь смотреть на слово «катастрофа» совсем другими глазами. Чтобы понять, что мы потеряли, надо сперва увидеть, что было. Перенесись со мной на 252 миллиона лет назад, в конец Пермского периода. Это последние спокойные годы Старого мира, и никто в нем не догадывается, что они последние. Первое, что тебя поразит, это карта. Никаких привычных материков на ней нет. Вся суша планеты собрана в один исполинский континент. Ученые зовут его Пангея, и это слово стоит запомнить. От полюса до полюса тянется единая Земля, а вокруг нее плещется единый океан, который называют Панталасса. Такой мир устроен иначе, чем наш. У огромного континента почти нет побережья в глубине, дожди туда не доходят, и в самой середине Пангеи раскинулась пустыня, каких на Земле больше никогда не будет. Но по краям этого сухого сердца жизнь кипела. Здесь стояли леса из хвойных и семенных папоротников. По их тени бродили существа, с которыми мы уже знакомы. Тяжелые дицинодонты, похожие на бочку с ногами и двумя торчащими клыками, паслись стадами и перерывали землю в поисках корней. За ними охотились горгонопсы, звери размером с медведя, с саблевидными клыками длиной с твою ладонь. И вот что тут важнее всего. Это не рептилии и не предки динозавров. Это синапсиды, наша с тобой ветвь. Проведи сейчас языком по своим зубам. Резцы спереди, клыки по бокам, коренные в глубине. Разные зубы для разной работы,
Это изобретение нашей ветви. У рептилий во рту почти все зубы одинаковые. Горгонопс носил во рту тот же самый набор, что и ты, только его клыки были длиной с ладонь. В этом мире правили наши родственники и правили уверенно. А над лесами еще звенели последние великаны из прошлого фильма. Гигантские стрекозы уже помельчали, воздух больше не держал их прежними, но их род все еще был жив. И вместе с ними в воздухе кружили палеодиктиоптеры, те самые странные насекомые с лишней парой крылышек и колючим хоботком, целый отряд крылатых существ, который не оставил в нашем мире ни единого потомка. Запомни их, мы к ним еще вернемся. 300 миллионов лет жизнь на суше только росла. Она вышла из воды, отрастила легкие, научилась откладывать яйцо на сухой земле, поднялась в воздух, вырастила гигантов, а потом вырастила зверей с клыками. И кривая все это время шла только вверх. Ничто в этом мире не намекало, что через несколько тысяч поколений от него почти ничего не останется. И самое жуткое в этой истории то, что беда пришла не снаружи. Она уже лежала под ногами, зарытая в землю, и ждала своего часа больше 100 миллионов лет. А теперь смотри, где именно треснула планета. Это случилось там, где сегодня лежит Сибирь. Земная кора разошлась, и наружу пошла лава. Не вулкан в привычном смысле, не конус с дымящейся вершиной. Просто длинные трещины в земле, из которых льется раскаленный камень. Льется годами, потом веками, потом тысячелетиями. Чтобы ты почувствовал размах, вот цифры. Лава залила около 5 миллионов квадратных километров. Это площадь целой Западной Европы, покрытая сплошным слоем остывшего камня. Извержения шли около 2 миллионов лет. Ученые называют это место сибирскими траппами, и это самое большое излияние лавы, которое знает наша планета. Но вот в чем главная хитрость этой истории. Сама лава почти никого не погубила. Она текла по одному краю единого континента, а жизнь в это время шла своим чередом на другом краю, за тысячи километров, и ничего не замечала. Убила не лава, убила то, через что она прошла по дороге наверх. Магма поднималась не сквозь пустой камень, она пробивалась сквозь древние осадочные толщи, а в них были залежи угля, соли и известняка. И вот здесь у нашей истории появляется поворот. Помнишь тот уголь из прошлого фильма? Помнишь бесконечные болота каменно-угольного периода, где падало дерево за деревом, тонуло в трясине и не сгнивало до конца, унося с собой углерод под землю? Именно так планета копила кислород, и именно так она подняла в небо стрекозу размером с орла. Углерод карбоновых лесов был закопан и заперт. А теперь раскаленная магма вошла прямо в эти залежи и подожгла их снизу. Тот самый углерод, который древние леса прятали в землю 100 миллионов лет, пошел обратно в воздух. Не за век и не за 1000 лет, а непрерывным потоком, тысячелетие за тысячелетием. Гигантский подземный склад, копившийся всю карбоновую эпоху, вскрыли и сожгли. Мир, который дышал полной грудью, начал задыхаться от собственных запасов. Вдумайся в это как следует, потому что тут вся история Земли сходится в одну точку. Один и тот же углерод сначала создал гигантов, а потом уничтожил их потомков. Планета сама себе заложила эту мину и сама же по ней ударила через 100 миллионов лет. Тут ты вправе остановить меня и спросить: хорошо, а откуда вообще такая уверенность? Как можно знать, что было в воздухе и в воде 250 миллиарда лет назад, если тогда некому было это записать? Ответ у науки есть, и он до странности изящный. Начнем с часов. Чтобы измерить длину катастрофы, нужны очень точные часы, и они нашлись в вулканическом пепле. Каждое извержение подбрасывало в воздух пепел, тот оседал слоем и превращался в породу. А внутри пепла есть крохотные кристаллы, которые ученые зовут цирконами. Когда такой кристалл нарастает в горячей магме, он захватывает внутрь себя атомы урана, но не берет свинец. А дальше уран очень медленно и очень равномерно превращается в свинец, и скорость этого превращения известна точно. Значит, стоит расколоть кристалл и посчитать, сколько в нем осталось урана и сколько накопилось свинца, и ты узнаешь, сколько лет прошло с того дня, когда он застыл. Кристалл размером с песчинку оказывается точнейшим секундомером. Есть в Южном Китае место, которое называют Мэйшань.
Там слои пермского и триасового времени лежат один на другом без пропусков, а между ними видны прослойки того самого пепла. Ученые достали оттуда циркон, посчитали в нем уран и свинец и получили дату границы двух миров с точностью до нескольких десятков тысяч лет. А температуру нам рассказали зубы. В древних морях жили странные существа, похожие на угрей, и ученые зовут их конодонты. От них почти ничего не осталось, кроме крохотных зубчиков размером с песчинку. Так вот, когда живое существо строит себе зуб, оно берет кислород прямо из окружающей воды, а кислород бывает чуть более тяжелый и чуть более легкий, и то, какого из них попадет в зуб больше, зависит от температуры воды. Ученые растворили 2 тонны китайской породы, выбрали из нее 15 тысяч таких зубчиков и по ним прочитали температуру древнего океана. Не приблизительно, а по градусам, слой за слоем, век за веком. Вот так эта работа и устроена, и в ней нет ни капли гадания. Кристалл из пепла говорит нам когда, зуб вымершей рыбы говорит нам, насколько было жарко, а слои породы говорят нам, кто еще был жив в этот момент, а кого уже не стало. И то, что они рассказали вместе, оказалось хуже любых прежних догадок. Итак, воздух планеты медленно наполняется углекислым газом. Сказано это скучно, как строчка из школьного учебника, но давай посмотрим, что эта скучная строчка означает для того, кто в этот момент живет на Земле. Первым приходит жар. Планета нагревается и нагревается сильно. По тем самым конодонтовым зубам ученые вычислили, что вода у поверхности моря в тропиках прогрелась примерно до 40 градусов. Это температура горячей ванны, только это целый океан. При такой воде водоросли перестают работать, а рыба уходит или гибнет. На суше в тропиках было еще хуже, там оценки доходят до 50 и 60 градусов. Живому существу с быстрым обменом веществ там просто нечего делать. Середина единого континента превратилась в зону, куда нельзя войти. Вторым приходит океан. Теплая вода держит в себе меньше кислорода, чем холодная. Это ты можешь проверить в стакане у себя на кухне. Океан прогрелся, перестал перемешиваться и начал задыхаться. А в воде без кислорода оживают особые бактерии, что выделяют сероводород, тот самый газ, что пахнет тухлыми яйцами и ядовит для всего живого. Море стало ядовитым снизу вверх, и подробно об этом мы уже говорили в фильме про древние океаны. А третьим приходит то, о чем мы узнали совсем недавно, и это, пожалуй, самое жестокое. Ученые разобрались, как именно климат сходил с ума, и оказалось, что он не просто нагрелся, он начал качаться. Сегодня у нас есть явление, которое называют Эль-Ниньо, когда океан у берегов Америки теплеет и по всей планете сбиваются дожди и засухи. Длится это год или полтора, и человечество каждый раз считает убытки. А в конце Перми такие качели включились на полную мощность и перестали выключаться. Десятилетия сплошной засухи, потом годы потопов, потом снова засуха. И так раз за разом. Вот теперь посмотри на все это глазами одного существа. Представь горгонопса, зверя с саблевидными клыками, того самого нашего дальнего родственника. Он рождается в мире, где второй год не было дождя. Реки, к которым он ходил щенком, стали цепочками пересыхающих луж. Стада дицинодонтов, на которых охотились его предки, поредели, потому что растения, которые дицинодонты ели, не пережили засухи. Он не голодает внезапно, он голодает все время, немного, каждый день. Он идет на север, туда, где прохладнее. Идет не потому, что понимает, а потому, что там пока еще пахнет водой. И на севере ему действительно легче. Но там уже стоят такие же, как он, пришедшие раньше, а через 100 лет с юга придут еще. И вот что важнее всего в этой сцене. Горгонопс не видит катастрофы. Он видит тяжелый год. Его дети увидят тяжелый век. Его правнуки увидят тяжелое тысячелетие. Никто из них не знает, что живет внутри конца света, потому что конец света идет медленнее, чем длится жизнь. А теперь мы подошли к главному, ради чего и был весь этот фильм. Сколько же все это длилось? Долгое время у науки не было точного ответа. Говорили расплывчато, что вымирание тянулось сотни тысяч, а то и миллионы лет. Потом появились те самые циркониевые часы, и в Мэйшане, наконец, посчитали как следует. Ответ ошеломил всех, кто им занимался. Главная волна морского вымирания уложилась примерно в 60 тысяч лет.
По меркам геологии это почти мгновение, точка на линии, и именно эта цифра разошлась по учебникам и документальным фильмам. 60 тысяч лет. Остановись и попробуй это почувствовать по-настоящему. Вся письменная история человечества, от первых глиняных табличек до сегодняшнего дня, это примерно 5000 лет. Значит, морское вымирание длилось 12 таких историй подряд, и все это время в океане становилось только хуже. Каждое поколение рождалось в мире чуть более ядовитым, чем мир его родителей. И так 12 тысяч поколений подряд. Но настоящий поворот в этой истории случился совсем недавно. Долгие десятилетия все считали само собой разумеющимся, что море и суша погибли одновременно. Одна беда, один удар, одна дата. Никто это всерьез не проверял, потому что проверить было нечем. А в 2024 году группа ученых взялась за наземные породы Южного Китая, нашла в них прослойки вулканического пепла и применила к суше ровно те же циркониевые часы, что раньше применяли к морю. Они хотели просто подтвердить старую картину, а получили другую. Оказалось, что суша умирала не вместе с морем, она начала позже, и она не остановилась тогда, когда море уже затихло. Наземное вымирание растянулось почти на 1 000 000 лет. Вслушайся в это еще раз. 1 000 000 лет. Не 60 тысяч, а 1 000 000. Примерно в 15 раз дольше, чем в океане. И это не был один долгий и ровный кошмар. Это была волна, которая ползла по карте. Она началась в высоких широтах у полюсов и медленно шла к экватору, к тропикам, добираясь туда, где леса были самыми густыми, а жизнь – самой богатой. Гибель двигалась по планете как медленная тень, и на то, чтобы пересечь единый континент, ей понадобился 1 000 000 лет. Теперь ты понимаешь, почему я начал этот фильм с астероида? Динозаврам действительно повезло. Их мир кончился за одно утро, и они даже не успели понять, что происходит. А здесь все было иначе. Здесь мир не рухнул, он проседал. 100 тысяч лет, 200 тысяч, 500 000. Леса не сгорели за ночь. Они не восстанавливались после каждой засухи чуть хуже, чем после прошлой. Земля не опустела за год, она пустела так медленно, что ни одно живое существо за всю свою жизнь не заметило бы разницы. Именно здесь и оборвались последние гиганты из прошлого фильма. Крылатые великаны каменно-угольных болот, уже сжавшиеся, но все еще живые, не пережили этот 1 000 000 лет. Вместе с ними навсегда исчезли палеодиктиоптеры, весь их странный отряд с лишней парой крылышек до последнего вида без единого потомка. Насекомые вообще поразительно живучие. Они спокойно прошли сквозь астероид, который стер динозавров. За всю историю Земли есть только одно событие, которое подкосило и их, и это оно. Правда, тут наука до конца не договорилась. Часть исследователей считает, что потери насекомых были не такими катастрофическими, как принято думать. Но одно не оспаривает никто. Ни одна гигантская стрекоза больше никогда не поднялась в небо этой планеты. Тот углерод, что когда-то поднял их к облакам, вернулся из-под земли и забрал их обратно. Остановись и посмотри, что за история только что прошла перед тобой. Более 90% морских видов исчезли. На суше не стало примерно 7 из каждых 10 видов позвоночных. Жизнь на Земле не просто пострадала, она подошла к самому краю и заглянула за него. И сделал это не враг из космоса. Это сделала сама планета, своими руками, тем углеродом, который сама же и закопала. Но главный урок этой истории вовсе не про масштаб. Про масштаб тебе расскажет любой ролик в интернете, и цифры везде будут примерно одни и те же. Главное здесь совсем в другом. Мы привыкли думать, что конец света — это событие. Вспышка, удар, дата в календаре. Что то, что можно увидеть и на что можно успеть закричать. Но самое страшное, что случалось с жизнью на этой планете, не было событием. Оно было процессом. У него не было дня, у него был 1 000 000 лет. Внутри него рождались, охотились, растили детенышей и уходили десятки тысяч поколений. И ни одно из них не знало, что живет внутри катастрофы. Каждая считала, что просто времена стали чуть тяжелее, чем при отцах. Настоящий конец света не выглядит как конец света. Он выглядит как медленно ухудшающаяся жизнь. И вот что связывает эту историю лично с тобой. Помнишь горгонопса с саблевидными клыками, нашего родственника?
Его линия оборвалась. Все великие звери той эпохи, все хозяева Пангеи ушли. Но кое-кто из наших уцелел. По опустевшей, выжженной, отравленной земле бродило приземистое существо размером с крупную собаку, с бочкообразным телом, беззубым клювом и двумя короткими бивнями. Его зовут Листрозавр. Запомни это имя. Он не был силен, он не был страшен, он не был красив. Он просто ел почти все, что находил, рыл норы, где можно было переждать жару, и, вероятно, довольствовался тем воздухом, от которого другим уже становилось худо. И когда планета наконец затихла, в некоторых местах на Земле листрозавр составлял до 9 из каждых 10 найденных нами наземных животных. Хотя тут наука снова осторожна, и часть исследователей сомневается, что он и правда был настолько одинок. Целая опустевшая планета, и по ней бродит одно приземистое существо с бивнями. Это самая тихая и самая жуткая картина во всей истории Земли. Он был не самым сильным, он был самым терпеливым. И где-то рядом с ним держалась та ветвь, что через много миллионов лет приведет к зверям, а от них к тебе. А теперь последнее, и это то, ради чего стоило досмотреть. Твоя жизнь длится около 80 лет. Гибель суши в конце Перми длилась 1 миллион. Это значит, что если бы ты родился в самом начале той катастрофы и прожил полный век, ты не увидел бы ровным счетом ничего. Ни огня, ни волны, ни тьмы. Ты увидел бы, что лето стало жарче, чем при деде, и что рыба в реке немного мельче, чем в детстве. Ты умер бы, так и не узнав, что жил внутри конца света. Вот почему мы плохо умеем видеть по-настоящему большие вещи. Мы устроены так, чтобы замечать удар, и совсем не устроены, чтобы замечать медленное. А планета, как выяснилось, предпочитает работать медленно. И то, что ты вообще сейчас смотришь этот фильм, ты унаследовал не от королей с саблевидными клыками, а от того, кто просто сумел переждать. Скажи в комментариях, что поразило тебя сильнее всего. Что море умирало 60 тысяч лет, что суша умирала 1 миллион, или что углерод древних лесов сначала создал гигантов, а потом их же и уничтожил. Нам очень интересно прочитать твой ответ. Мы с тобой прошли самый темный отрезок в истории жизни и увидели, как медленно умеет убивать планета. Но история на этом не кончается, и дальше будет самое неожиданное. Земля не осталась мертвой. Из этого выжженного, перегретого, почти пустого мира однажды поднялось все, что мы любим. Из тех, кто уцелел рядом с листрозавром, вышли первые динозавры. Как планета сумела воскреснуть после того, что мы сегодня видели, и почему на восстановление ей понадобились миллионы лет, об этом мы расскажем в следующем фильме. И выйдет он уже на этой неделе. Это были «Забытые эпохи». Подпишись, чтобы увидеть, как из самой глубокой пустоты рождается новый мир.